прошлом видео я рассказал, как ездил в конце января в глухозимье на зимнюю рыбалку, и там меня поразил один случай. Терзала одна головоломка меня на этой рыбалке. Буквально каждые 40-50 минут я опускал эхолот-диппер в лунки и проверял, есть ли рыба. И в тех лунках, где сыпали манку, рыба стояла. А там, где катали шары с каши, рыба была буквально минут 20, и то 1,5 метра от дна, а потом и вовсе уплывала. Друзья мои, важная информация. Неделю назад я выложил видео, что открываем мы новый канал, дабы бороться с рукожопом Вячеславом, который обманным путем людей разводит на деньги, рассказывает, что у него есть супер интересные рецепты, но чтобы их посмотреть, вы должны подписаться платно на мои видео. Также он продавал арому, якобы супер уловистую, которую делал из жидкости для электронных сигарет, которые содержат никотин. Естественно, такая арома ничего никак не могла привлечь рыбу, тем самым обманным путем людей кидал на деньги. Знаем, что у него еще каналы есть на тематике сад-огород, решили мы с ним бороться на его территории, создать канал, и если он будет лезть к рыбакам, разводить на деньги, мы на той тематике будем выкладывать видео, что он мошенник. Он, конечно, этому делу очень сильно испугался, видео перестал выбрасывать, но по спешке я неправильно немножко создал канал, и его пришлось удалить. По этому поводу создал я новый канал, называется «Красивый сад и огород». Если вы хотите поддержать меня, хотите бороться с такими рукожопными каналами, которые разводят начинающих рыбаков на деньги, переходите по ссылке в описании, будет закрепленным комментарий, ссылочка. Ну и тем самым, как показала эта неделя, отобьем охоту рукожопу Вячеславу разводить людей на деньги. Так что, если вы со мной, канал «Красивый сад и огород». Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Всех жду, будем снимать интересные видео. Погнали дальше. Взял я экшн-камеру, оборудованную под подводную видеосъемку, и стал потиху опускать на дно. Глубина в месте лова была почти 8,5 метров, поэтому качество видео, конечно, было не очень. Фонарь, который я примотал к экшн-камере на 3-4 метрах, отлично светил, но когда я опустил камеру на 8 метров, стал он светить очень и очень тускло. Фонарь был примотан от низа камеры где-то на 15 сантиметров сверху. Таким образом, если камера становилась на ровное дно, фонарь светил на 15 сантиметров выше от дна. Здесь же мы увидели, что как только камера коснулась дна, она провалилась в глубокий ил и до такой глубины ушла, что фонари ушли тоже под ил, и картинка черный экран. Отсюда следует вывод, что наши шары, которые мы делали с кашей и бросали в лунку, перед этим их крепко сжимая, тоже проваливались в ил, и рыба их найти напросто не могла. А то, что пока летела на 8 метрах до дна, отваливалась от этого шара, лещ находил и стоял в толще воды, поедал. Спустя 20 минут от нашей прикормки, которую мы сжимали в шар, естественно, в толще воды ничего не оставалось, и лещ уходил с точки. А там, где сыпали манку, она, как говорил местный житель, около часа будет потихонечку сыпаться, тем самым, пока сыпалась манка, лещ стоял у этой лунки. А потом он опускался ниже и уже с ила собирал вот эту манную крупу. Толщина ила в этом месте, где мы ловили, я предполагаю, была не менее 30 сантиметров. Поэтому наша прикормка глубоко уходила в него. Теперь для меня стало все ясно, почему местные жители предпочитают кормить исключительно манкой и никакую другую прикормку не используют. Полное видео с этой рыбалки со всеми подробностями, какую рыбу мы поймали, как мы кормили, какие насадки, прикормки использовали, смотрите на втором моем канале «Рыболовное путешествие». Ну а я пошел готовиться, ведь меня ждут очередные рыболовные приключения. Не болейте, берегите себя и помните, с каналом «Рыболовные приключения» всегда клево. Пока-пока, пока.